Всем привет! Недавно Чонгук, владелец известного спортзала, подтвердил то, о чем многие фанаты BTS уже подозревали: особая связь между Чонгуком и Тэхёном реально и остается сильнее, чем когда-либо. В недавнем видео Чонгук упомянул, что Тэхён и Чонгук были первыми участниками группы, кто начал тренироваться вместе в его спортзале раньше всех остальных. Это заявление привлекло наше внимание, поскольку это не первый раз, когда они, как известно, разделяют такую тесную связь. Для тех, кто внимательно следит за отношениями Тэхёна и Чонгука, эта новость не стала сюрпризом. Они всегда были очень близки, как на сцене, так и за ее пределами. Хотя они склонны держать многие аспекты своей личной жизни в тайне, они иногда делятся маленькими моментами, которые показывают, насколько они поддерживают друг друга. Отличным примером является живое выступление, где Чонгук рассказал, что тренируется с Тэхёном уже 2,5 месяца. После того, как Тэхён и Чонгук начали ходить в спортзал вместе, Чонгук рассказал, что позже к ним присоединились Намджун, Шуга и Чимин. Это показывает, что Тэхён не только проводит время с Чонгуком, но и вдохновляет остальных участников группы быть активными и здоровыми. Импульсивность и мотивация друг друга – признак того, насколько позитивно они взаимодействуют. В недавнем видео Чонгук даже спросил Тэхёна, тренируется ли он с ним. Казалось, это уже стало рутиной. Такое естественное взаимодействие между ними отражает, насколько хорошо они понимают друг друга и насколько доверительны их отношения. Тот факт, что сам владелец спортзала ежедневно наблюдает за этой близостью, говорит о том, что их отношения продолжают неуклонно и искренне развиваться. Многие фанаты заметили, что Тэхён и Чонгук предпочитают проводить некоторые моменты наедине, вдали от камер и без необходимости демонстрировать их миру. Это не значит, что они что-то скрывают, скорее они наслаждаются уединением и ценят тихие моменты, когда могут быть собой. Например, они не только вместе тренируются в спортзале, но и обедают в ресторанах, прежде чем приглашать остальных. Более того, известно, что они оба слушают сольные песни друг друга, прежде чем показать их другим, демонстрируя огромное доверие и личную близость. Все эти мелочи важны, потому что они даются нелегко. Такие моменты случаются только в близких, искренних и особенных отношениях. Хотя некоторые пытаются отрицать или подвергать сомнению их союз, Тэхён и Чонгук продолжают демонстрировать подлинность своей связи. Со временем становится все очевиднее, что их связь неприходящая. То, что их объединяет, крепнет и становится неотъемлемой частью их повседневной жизни. Они тренируются вместе, едят вместе, слушают музыку друг друга, поддерживают проекты друг друга и поддерживают тесное общение, которое неизменно уже много лет. Тэхёну не нужно много слов, чтобы выразить свои чувства или понять друг друга, их поступки говорят сами за себя. Каждое появление на публике, каждый маленький жест или случайный комментарий – еще один признак того, что их отношения искренние и крепкие. Неважно, делятся ли они всем в социальных сетях или не всегда находятся перед камерой. Важно то, что они всегда рядом друг с другом, создавая уникальную историю уважения, привязанности и любви. Отношения между Чонгуком и Тэхёном со временем стали очевидны многим, кто внимательно следит за ними. Они не просто два участника группы, они пара, которая за эти годы выстроила особую связь. Это не всегда выражается напрямую, но это заметно в их повседневных действиях. Их связывает глубокая связь, отмеченная взаимной поддержкой, постоянной близостью и деталями, которые говорят сами за себя. В различных видео и презентациях мы можем наблюдать, как Чонгук проявляет свою привязанность и заботу о Тэхёне. Один из самых ярких примеров – эпизод, где всем участникам BTS пришлось выбирать между мясом и морепродуктами. Тэхён, не задумываясь, выбрал морепродукты. Чонгук, несмотря на свою известную любовь к мясу, решил изменить свое решение и составить компанию Тэхёну. Несмотря на то, что он предпочитал что-то другое, он выбрал тот же, что и Тэхён. Это было не случайное решение, это был небольшой жест, показывающий, как сильно он ценит возможность быть рядом с любимым человеком. Тем временем остальные выбрали мясо и направились к другому столу. Однако Чонгук не колебался, он остался с Тэхёном, показывая, что для него близость с любимым человеком важнее любой еды.
Этот поступок, который может показаться простым, приобретает особый смысл, когда повторяется постоянно и естественно. В другом месте, во втором видео, эта близость снова проявляется. Все садятся за столы, и в какой-то момент Чингук говорит, что сыт. Чимен, видя это, предлагает пересесть поудобнее, но Чингук отказывается. Хотя он уже сказал, что больше не хочет есть, он решает продолжить, просто чтобы не отходить от Тэхёна. Он делает это спокойно, но подчеркивает, что быть с Тэхёном для него важнее всего. Подобные жесты часто используются и в других ситуациях. Например, Чингук помогает Тэхёну резать мясо. И это был не единичный случай, ведь фанаты видели, как он делал то же самое не раз, как будто это было естественно. В одном из выпусков шоу Run BTS, когда все собирались поесть после приготовления, Чингук встал, рядом был свободный стул, и он, не задумываясь, подтянул его к Тэхёну, чтобы сесть рядом. Эти действия просты, но когда они повторяются снова и снова, их значение становится глубже слов. За годы, что BTS проводит время вместе с фанатами, фанаты заметили эти детали и научились читать молчаливый язык, которым обмениваются Чингук и Тэхён. Речь идет не только о том, чтобы быть вместе по привычке, речь идет о том, чтобы искать друг друга в любом месте, быть рядом друг с другом, выбирать друг друга, даже когда есть другие варианты, это настоящее выражение привязанности. Самое главное во всем этом то, что не нужно громких заявлений, чтобы понять, что между ними есть что-то особенное. Каждый выбор, каждый жест, каждый взгляд раскрывают связь, которая выходит за рамки простой дружбы. Она построена на уважении и эмоциональной близости. Иногда о любви не просто говорят, ее показывают. И именно это Чингук и Тэхён делают снова и снова. Они не ищут внимания своими действиями, но и не скрывают этого. Они остаются собой, показывая миру важность отношений, построенных на мелочах. Таким образом, их связь крепнет с каждым мгновением, которое они разделяют как перед камерой, так и за ней. Со временем они все больше осознают, что самое главное для них – быть вместе. И это, без сомнения, настоящая и подлинная форма любви. Отношения Тэхёна и Чингука не основаны на чем-то одном. Это не просто взгляд, объятие или улыбка, их связь делает особенной сумма множества мелких поступков, которые, складываясь воедино, раскрывают нечто очень ясное. Хотя некоторым эти моменты могут показаться случайными или спонтанными, если присмотреться, можно заметить особый язык между ними. Это не сразу очевидно, но те, кто внимательно следит за ними, легко это узнают. Общее между Тэхёном и Чингуком формируется постепенно, это как рутина, рожденная из их привязанности и близости.